спонтанный эфир все-таки будет интересен кому-то, потому что, ну, я сама еще не ожидала что-то, что такое будет, что такое пойдет. На самом деле безумно соскучилась за общением. И, ну, в принципе, вот основная причина для того, чтобы начать прямой эфир и при этом понять, что же в итоге, ну, как работает интернет, как, что будет, ну и так далее. Время и день я изменила, потому что, ну, я понимаю, что все на работе, и обычно эти эфиры проходят в субботу. Я предупреждала о том, что, скорее всего, поменяю день недели, посмотрим, как это привет. Вот, и, соответственно, будем пробовать, будем смотреть, как в итоге будет получаться. На самом деле, абсолютно, Аллочка, привет, абсолютно болтальное видео. Я, конечно, покажу, что я наконец-то таки начала вышивать. Пришла, Зина, привет. Пришла моя посылка, за 3 недели добежала быстрее меня, это тоже было интересно. В видео я, Лерочка, привет. Вот, Наталья, здравствуйте. Ой, девчонки, рада видеть всех. Слушайте, на самом деле безумно соскучилась. Я мало того, что крайне немного. Антонина, привет, спасибо большое. Я тоже каждому рада. Я не ожидала, что, вы знаете, ведение канала — это действительно какая-то уже часть меня. Кстати, я сижу на фоне, видите, такого холодильника нашего. Кто на меня в Фейсбуке подписан, тот уже видел. Алина, здравствуйте. Вот что он у меня заполнен изнутри мужем. Привет, Надюша, привет, Таня. Не пугайтесь, да, у меня кошка нашла выход из ситуации. У нас единственная высокая часть. Вот это сзади у меня кошка будет бегать по шкафу. Это ее теперь территория. Она у нас любила на шкафу лежать в броварах, когда мы жили. Постоянно во время эфира был такой характерный звук. И теперь Няша вот живет вот тут. Вот так вот. Она обустроилась, естественно, она слышит, видит, что идет прямой эфир. Виктория, Зоя, здравствуйте, Света, здравствуйте. И, ну, понятно, что она, конечно, участвует во всем этом процессе. Я, да, в очках, извините, я еще, знаете как, и мебели немного, вот стулья купили и стол, еле закрепилась за этот стол. Уже у меня сразу куча комментариев, почему, какой стол должен быть, чтобы мой штатив на нем стоял. Надеюсь, это не помешает проведению эфира, потому что на самом деле очень-очень странно закреплено все. Ну, сами понимаете, новая мебель, новые условия, надо привыкнуть. Съемку я еще толком даже не делала, хотя девушку весну, честно могу сказать, вышивала. И даже видео снимала, просто... Таля, здравствуйте. Нет, у нас не утро, у нас 13:00 сейчас, поэтому у нас 13:00, в Торонто сейчас 12 часов. Да, у меня девочка, мы с Борисполя. Вот, если что, Няша сегодня решила, что ей нужно срочно навести. О, Мадина, поздравляем, спасибо. Оля, привет, девчонки. Ну, я тоже не ожидала, что вас столько. Это очень приятно. Я думала, это у меня одной тоска такая развита. Я хочу показать, что я не филоню. У меня на самом деле тут иголка даже торчит. Я вышиваю свою девушку. Девушка уже полноценно видна, она уже полностью вышита, так что я тружусь над процессом, да, уже видно эта часть. Вот с этой стороны вы обратите внимание, что уже совсем чуть осталось, я уже как бы вот, так что я полноценно, мне очень нравится, спасибо Ире Клименко, ну, правда, я еще и проявила немножко самостоятельности, но я с Ирой еще по этому поводу не списывалась, буквально перед вылетом за неделю, или даже, ну, меньшее количество дней. Короче говоря, я в субботу получала новый бисер для девушки весны. Ирочка, здравствуйте, Таня, привет. Ой, ну уже сколько девчонок знакомых. Переживали, все благополучно. Так, ну, Ира, привет. Ну, вот Ира Пак уже в курсе. Я делала, у меня был видеодневник, Тати, привет. У меня был видеодневник, я вела, называется он «Go в Канаду», как слышится, так и пишется, «Go в Канаду». Вот, и я не ожидала, что все-таки я его
сделаю общедоступным, да, там, в принципе, видео не были скрыты, но я не вела его как вот этот канал рукодельный. Я там сделала какие-то короткие записи. Вот, всем теплый привет. Ну, Таня, тебе виднее, у нас, блин, +4. Очень холодный атлантический регион, не хочет весна к нам приходить. В Торонто, в Онтарио там +23. Это я то там, где 3 дня была, а в итоге, видите, сейчас сижу, холодно. Но как меня муж успокаивает, говорит, ну, мне холодно на улице, а вам холодно дома. Это все большая разница. Вот, значит, с приключения у меня, естественно, были в лучших традициях от меня. Расскажу, в Киеве тоже холодно, да? Ну, я что-то с девчонками разговаривала сегодня в Броварах, что говорили, что более-менее у них потеплело там первый-второй день. Решала, ты говоришь, что тоже холодно. Приключений было море, скажем так, не буду я становиться там снобом и говорить, нет, учите английский, вам будет счастье. Канадский, он отличается, наверное, от всех английских языков, и спасибо всем за поддержку, я имею в виду друзьям моим, которые уже в Канаде, ну как друзьям, знакомым. Мне даже девочка позвонила и сказала, что типа у нее очень-очень-очень хороший был английский. Приехав в Канаду, она поняла, что она не понимает того, как говорят канадцы. Они говорят очень быстро, они ну, глотают практически все слова, и если как бы пролетая через Стамбул, через Турцию, я как бы еще там, да, понимала, то есть ну, с таможню проходила, там, бортработник, ну, стюардессы, стюарты, я с ними разговаривала, тоже проблем не было. То уже в Канаде на регистрации в гостинице я думала, что я очень сильно устала. Нет, я просто действительно перестала понимать язык. А уже когда в аэропорту была именно канадские авиалинии, я поняла, что их вообще не понимаю. Я думала, там французский. У нас 2 языка в провинции, и французский, и английский. То есть вот есть Квебек, а у меня муж часто бывает через Монреаль ездит по работе, там только французский. В Торонто, ну я не знаю, кстати, вот мое упущение, но, по-моему, там просто 2 языка, потому что в аэропорту был и тот язык, типа bon voyage и типа ну, Даша запомнила, да? Bon voyage это на французский, да, по-французски. И типа приятно то же самое, только по-английски. У нас будет, мы живем в Диеп, Монтан, там тут так интересно, я мужа уже 5-й раз спрашиваю, мы живем в Диепе или мы живем в Монктоне? Мы живем вроде бы как в городе Монктон, но как районы, да, у нас там, допустим, был Днестровский, Днепровский и так далее, думаю, почти в каждом городе есть такие, то там Жовтневый у меня был в Луганске, то, соответственно, здесь это как-то так, есть Монктон Диеп, есть Диеп это пригород, есть, ну, в общем, тут немножко сложнее, тут надо понять. Я сегодня наконец-то, почему, кстати, захотела пообщаться, я для себя сделала маленький подвиг и думаю, надо себя поощрить, потому что ну, для меня это было очень сложно, я очень виновата перед девочками, потому что они на работах, ну, те, кто в Канаде, а я дергала почти всех, потому что шаг вступила, слово незнакомое. Я перевожу при помощи переводчика. Переводчик переводит странно, ну, потому что это сленг вот этот местный. Даша, Няша что-то перевернула в хозкомнате. Или утонула. Гля-гля-гля. Няша у нас просто сегодня... Ее раздражает отсутствие папы, и она откровенно нам об этом говорит. Ну что, как это так? Не все дома, должны же быть. Вот, в общем, мы не ожидали, что у нас действительно кошка так тоскует. Но мы-то как бы люди, мы понимаем, что ну, такие обстоятельства, надо сидеть на карантине. То есть папа нам продуктов накупил. И, кстати, если что, я сижу на кухне, нестандартно для себя комнате. Вот, если еще непонятно, у нас такая планировка, что ты сделал? Она просто в ванной вот эту шуточку
Ну, в общем, у нас кошка в ванной, да, сегодня целый день обитает, поэтому такая, спасибо. Вот, поэтому у нас кухня посередине, и с одной стороны зал, с другой стороны Дашина комната, и наша комната, и ванная. То есть вот там. Поэтому кухня здесь как-то посередине. Ну, Даша так сложила кладовку, кто в Фейсбуке подписан, он видели, я показывала, какие емкости тут в целом для еды. Это просто невероятные размеры. Как бы тут, я говорю, ну, тут холодильник с меня ростом, поэтому, в принципе, ну, мы как бы жили на съемных квартирах и снимали квартиру последние годы очень бюджетную, очень, ну, как она хоть и двухкомнатная была, но там все было весьма скромно, здесь даже печка такая громадная, короче говоря. Вот. Поэтому все новое, очень много, оказывается, канадского сленга. И уже приехав сюда, у меня есть девочка-преподаватель по английскому, мы узнали о том, что, ну, как бы с ней начали разбирать язык, да, и выяснилось, что канадский английский, он уже радикально отличается как от британского, так и от американского. Да, потому мы раньше делали акцент на все-таки американский вариант языка, а я когда приехала, ну, то есть я знала слова там такие, как там отпуск отличается в английской версии, да, от каждого, там, лифт и так далее, но оказалось все намного интереснее. В общем, приехав в Монктон, меня спросили, movies, типа, куда вы следуете? Я, естественно, первый раз услышала слово movie, в смысле, в контексте, куда вы следуете. Я прекрасно поняла, что согласно ситуации вряд ли со мной будут говорить о кинематографе, да, о фильмах, муви, фильмы, да, вроде бы как, синема, муви, вроде как бы зная язык, в общем, это было так, знаете, ого. Ну, хорошо, что у меня было очень много документов, я вот так вот их стала просто по очереди выкладывать, знаете, как то в картах, то не то. И в конечном счете выложила достаточное количество документов, чтобы поняли, что у меня все в порядке. И то есть я как раз вот было очень легко на таможне, вот, при въезде в Канаду. У меня там был офицер, да, таможенный, который меня пропускал, мальчик с Украины. Вообще повезло так повезло. Вот. Ну а здесь мне уже повезло таким образом, что когда мне стали уточнять некоторые данные, как бы я все дала, а потом нужно было проходить инструктаж, то есть мы с этим муви с пятой попытки разобрали, что от меня хотят, и ну, Даша попробовала тоже объяснить нам там и sleeping, типа, где вы спите. Мы такие спросили, да, мы сонные, типа, он говорит, нет, не вы сонные, типа, что вы, ну, спать хотели уже час ночи, было даже по Канаде. Вот, ну, в общем, короче говоря, такими... Ну, во-первых, тоже очень меня спасло, если кому-то эта информация нужна или нет, какой-то базовый словарный запас был, и я сделала, мне спасибо, Таня, Татья Бессерти, спасибо тебе огромное за советы, она меня подучила, натренировала, сказала, тыкай пальцем, спрашивай, пусть они тебе отвечают. В принципе, я, по сути, по этой же логике и пошла, и, ну, это действительно очень правильный совет, потому что у них словарный запас больше, и они понимают, что они пользуются сленгом, и тем самым в итоге, ну, конечно, было проще, когда они мне уже начали, там, мальчик, ну, действительно, молодой парень, не знаю, там, лет 25, если есть, то прекрасно, он подошел, ну, он такой в военной форме, и стал мне задавать вопросы в контексте, ну вот именно, знаете, так, с каждое слово раздельно. И в итоге, да, у меня получилось договориться. Это приятно. Вот, вчера нас проверяли, находимся ли мы дома, приходила девушка полицейский, нас проверила. Ну, то, что мы с Дашей начудили, это вот у нас пожарная безопасность сработала, ну, все нормально. Глядя на тебя, себя вспоминаю при переезде. Ну, вот видишь, как хорошо, что у меня есть ты, что благодаря твоим советам я уже чуть-чуть легче, знаешь, пережила этот дурдом. Вот, я на самом деле, девчонки, мне вот эта Таня, ну, я говорю, как, ну вот, ну, как это все делать?
Ну, в итоге, да, вот видите, и мне очень много людей помогало, как сообщество, которое, ну, да, рукоделие, получается, вот Таня, да и Алла вот Романюк мне тоже там слова поддержки. Да, многие, на самом деле, если сейчас начну поименно перечислять, то в 2 часа эфира я и не вложусь. Вот, поэтому каждое доброе слово, каждое, знаете, даже то, что вот в чате, тоже спасибо всем большое за пожелания, за поддержку. Это очень стимулирует, потому что на самом деле, уже приехав сюда, в квартиру, да, домой, так сказать, я поняла, что я как выжатый лимон. Я думала, что это физическая усталость такая, знаете, ну, просто физически натаскались и тому подобное. Но, кстати, у нас дом, в котором есть дети. О, Оксана, привет. Вот, и у нас дом с детьми. Все-таки я неправильно. Я думала, что у нас без детей. И это слышно. Очень хорошая слышимость, прям хорошая-хорошая. Даже, может быть, я их раздражаю, возможно, они меня хорошо слышат, я не знаю. Но дети скачут, дети прыгают, ну, спать ложатся все рано достаточно, здесь проблемы в этом нету. Но кошка, скажем так, плохо реагирует, когда по коридору, тут такая система квартир, что как такового ни холла, ничего нету, сразу в зал заходишь. А у нас зал вообще пустой, и, соответственно, вот с той стороны все эхо, все шумы, все наше. Вот. Наталья, привет! Спасибо большое, я тоже всех рада видеть. Девчонки, вы на самом деле не представляете. Я думала, это, знаете, как ну, придумано уже там не нами, да, фраза «чем дальше, тем роднее». И я думала, ну, у меня тоже девочки, которые здесь в Канаде, типа, говорят, ну, как ощущение? Я говорю, ну, блин, пока не ощущаю, но непонятно еще. А потом такая сегодня сижу, когда вот эти начинают эти бланки заполнять, этот английский язык. Вчера там нужно было объяснить, да, Дашка пока штаны, она дома в футболке ходит, штаны пока впрыгивала, я там стояла, объясняла, что типа сейчас ребенок оденется. И я понимаю, что вообще не то, вообще не так. И ну, это осознание, мне муж говорит, тоже пришло не сразу. Так, а что-то я висю. Вот, и пришло осознание далеко не сразу по поводу того, что ты в другой стране. Он говорит, тоже просидел 2 недели на карантине, говорит, ты хоть и разговаривал, хоть и все, говорит, начнет доходить уже, когда конкретно будешь работать, общаться. Ну, хотя я вроде как бы с ним по магазину хожу, но вы сами понимаете, да, как мы ходим по магазину. Он включает там видеосвязь или просто по телефону. И он, соответственно, покупает по списку продукты, которые мне нужны. Ну, там банально, я только вчера крем для лица в итоге купила, потому что ну, у меня нету, не приехал со мной. То в Украине он закончился, я не стала уже покупать новый. Тут муж чуть ли с ума не сошел, пока купил этот крем, потому что для него вообще непонятно, что я от него хочу. В общем, развлекаемся как можем. Этот свет у меня тут лампа такая. Вышивать, кстати, не очень комфортно при таком. Добрый день, Тань. Спасибо большое. Да, я теперь вещаю из Канады. Так что, если что, девчонки, запоминайте, у меня сейчас 13:22. Вот, так что сверяйте часы. Я не знаю, это в Украине получается 19:22. Вроде бы так. Ну, а, соответственно, другие регионы, девчонки, ну, уже как-то подстраивайтесь. Вот, поэтому вышиваю пока потихонечку. На самом деле у меня очень всего много уже приехало. Я еще жду 3 посылки с Украины. Все-таки отправили 2 посылки, практически все. В Челябинске 21-21. Ну, вот большая. Я говорю, Польша, 8, ну, Польша, кстати, да, 5 часов у нас разница с Польшей. Вот. Так быстро время пролетело. Все вроде недавно, помню, говоря, о переезде, о подготовке, что брать, а тут уже все случилось. Ради зову. Спасибо большое, Мадина. Да, время на самом деле пролетело. Я вам скажу, у меня девчонки, которые здесь уже, Эстония 19:23. Видите, в Эстонии время такое, как в Украине. Ну, так Прибалтика, наверное, в целом такое время. У меня брат в Латвии живет.
Вот. Россия, Краснодарский край. О, Краснодарский. У меня если что, у меня корни из Кубани тоже. У меня такая география. Ого, в Алмате 22-23. Я помню, это ж, да, у нас большая разница во времени. Я помню, у меня просто с Алматы есть знакомые тоже. И я помню, что мы это часовые пояса тоже в свое время мерили. Извините, что у меня видно, нервная все, чухаться, какая-то обезьянка. Давно не была в эфире. Что там, доченька? Что ты ходишь как партизан? Да я вижу, у нас Няша решила, что она главный член семьи. А вообще у кошки в 19:00 обычно были игрища только по Украине. Поэтому, помните, я эфиры закрывала там 18-18:30, потому что Няша скакала, не перестроилась кошка. Вот. Даша он делает на подарки. Помните, мы у Олеси Архибис накупили кучу всяких шариков. Уже один в Эдмонте 10-24. Подождите, Эдмонд. Это Эдмонд, который канадский Эдмонд? 10-20. Нет. Эдмонд 10-24 утра. Или канадский? Девчонки, а ну сориентируйте меня, пожалуйста, Наташа. Я в Эдмонте. Слушайте, это кошмар. А число 10-24, 15, аж правильно? Канада. Вот я помню, что Эдмонд вроде Канада. Ой, классно. У нас уже еще одна рукодельница. То я просто с Аллой Бондар мы общаемся на Фредериктоне, но она с Нью-Брансвика. И у нас получается 1 часовой пояс. Вот с Леной с Торонто, ну мы больше с Леной по Фейсбуку, мы швейники оба. Ну, я-то не знаю, швейник еще или нет. А у Лены, сколько там? Эдмонд, если я правильно помню, это британская Колумбия, да, по-моему, так, канадский. Ну, короче говоря, неважно, ладно, спасибо, буду знать. И мне будет чем заняться после, потому что Канада... Альберта, ага, спасибо. Будем изучать карту, потому что, ой, класс, у нас уже 3. Канадское украинское сообщество, мне тут его очень не хватает. И нашла еще. Так давайте, Катя, кстати, пробовала создать, но у нее почему-то не получилось. И я тоже за то, чтобы создать, потому что мы уже с Аллой, ну мы-то с Аллой рядом живем, у нас ну, чуть меньше 3 часов, и она во Фредериктоне, она, ну, провинция тоже Нью-Брансвик. Вот, мы тоже разговаривали еще насчет того, как делать покупки, закупки. И, в общем, девчонки, я только за, вы знаете, я за любой кипиш, который приносит удовольствие. В Канаде есть сейчас карантин? Аллочка, есть, но он зависит от провинции. Значит, я сейчас в Нью-Брансвике, здесь как такового карантина нету. В Торонто очень жесткий карантин, почти как в Киеве. То есть там, в Монреале, ну, Квебек, провинция Квебек, там даже комендантский час есть, это вот куда у меня муж ездил. Ну, от Эдмонда в 5 часах. Ой, девчонки, видите, как здорово. Класс. У нас уже 2 человека рядышком, и мы с Аллой 2. Уже 4 рукодельницы есть. Я очень рада. Я, в принципе, вы знаете, у меня всегда был месседж за то, чтобы рукодельницы объединялись. 4 человека, слушайте, это уже достаточно много на самом деле, потому что мы разговаривали когда с Катей, с Екатеринбурга, а она во Фредериктоне. Она вышивает в основном крестиком и алмазку выкладывает. Она говорит, я не смогла собрать сообщество, и она сейчас занимается больше иммиграционными вопросами. Ну, у них, в принципе, сейчас движение. Ну, 5 часов езды, это для Канады это вообще даже не расстояние, я насколько знаю. Тем более у всех есть машина. Машина у нас тоже есть, но муж мне ненавязчиво дал брелок уже от машины. Знаете, чтобы было веселей встречаться, да, так это. Естественно, я сижу на карантине, и при этом он мне дал книжку с правилами дорожного движения и брошюру от Костка. То есть, типа, можно ездить в Костка за покупками, если ты будешь знать правила дорожного движения. Ой, я Танюшу что-то забрала показать. Привет, Танюша. Ой. Всем хорошего настроения. Я тоже за это. Я говорю,
Я понимаю, что эфиры немножко поменяют содержание, но я надеюсь, что они от этого станут только более интересными и вряд ли менее информативными. Няша. Ну, у нас единственное, что вот такая звуковая будет сопровождающая система. Вот ходит сегодня целый день, ищет папу уже. Он принес вещи покушать вчера буквально все. И видно, ей вот так хотелось, чтобы он был, но его нет, он на работе. Вот, поэтому Даша вот пытается преследовать кошку. Кошка хулиганит со страшной силой. Теперь, если будете заказывать посылку с бисером, нитками, вам будет дешевле. Будете соображать на четверых. Ну, это на самом деле все относительно. Стоимость такая себе тут в Канаде. По Канаде, если пересылать, если я вот девчонки меня могут поправить, самая дорогая это доставка по Канаде. Как ни странно, тут очень дорого. Но соображать на четверых все-таки можно. Интернет по цене дорого, как тебе вести эфиры. Смотри, ну, Алла у нас это, как говорится, все по существу. Я так понимаю, это наш финансовый консультант и аналитик всех рукодельниц, которые как минимум у нас по Москве 19:30. Ну да, сейчас Украина и Москва, мы в одном времени. Вернулись на одинаковое положение. Вот. Смысл в том, что эфиры я веду из квартиры, и у нас в доме, в Гродно 19:30, вот. Гродно это у нас, если я правильно помню, Румыния или Венгрия. Няша, нельзя прыгать в пустые сумки. Няша сегодня еле освоилась. Ты так классно. Ну ты ж не голая, пройди. Даша в платье. Извините, но... Привет. Извините, но привет. Да, очень дорогая почта. Я отправлю нашим украинско-канадским рукодельницам иногда. О, видишь, Наташ, ну если будет удобно, то я бы тоже хотела. Кстати, я смотрела, что тут есть свои нюансы с рукодельным сообществом. И самое интересное, что я же только одну картину в раме привезла. Мне же нужно теперь искать багетчиков, ну, в Нью-Брансвике и так далее. Ну, Наташ, если будет удобно, я общаюсь в Фейсбуке с Аллой Бондар, но я пока не вижу, Алла есть или нет. Есть вероятность, что она за детьми пошла, потому что в Нью-Брансвике открыли школы, ну, у Аллы детки в начальную школу ходят. Вот мальчик в садике, а девочка в школе. Вот, кстати, если кто не знает, Алла с моей легкой руки или не с моей легкой руки. В общем, у Аллы теперь тоже есть канал рукодельный. Так что, в принципе, же два рукодельных блогера, которые конкретно находятся в Канаде. Вот, мы так еще и в одной провинции. Вот. А по самой Канаде я вот состою в сообществе. Разбились рамы стекла. Вот я ж поэтому и не стала. Я как бы без вариантов. И новой почтой, у меня подруга в Украине на новой почте работает. Она говорит, это очень... Ой, Танюш, привет. Да, добрый вечер. Я надеюсь, что не твой день недели забрала, Таня. Я уже забыла, когда у тебя эфиры вроде по средам. Я решила в четверг выползти. Надеюсь, никто не против. И, кстати, пока Таня Барыльченко и вот девчонки, как насчет, если действительно я перенесу, просто Наташа Наталинка, помню, по пятницам, ну, правда, у нее давно прямых эфиров не было, Таня Барыльченко вроде бы как в среду, а я тогда на четверг. Пока, правда, какие будут эфиры и как, скажем так, по качеству и по содержимому я еще, к сожалению, вам не могу сказать, потому что те материалы, которые я подготовила для эфиров, они, к сожалению, едут Укрпочтой. Не поместились они в мои чемоданы. Понятно, что я, естественно, взяла по четвергам нормально. Да, о, Танюш, спасибо. Я просто как бы, помните мое правило, что если можно договориться, давайте договариваться. Потому что я не люблю, я хочу постоянно проводить в одно и то же время. Я человек привычки. Не знаю, хорошо это или плохо, или я так ленивый мозг называется.
Вот, потому что не люблю я перестраиваться. И единственное, что субботу я очень сильно хочу оставить для своей семьи. Из-за разницы во времени это получалось бы, что я как бы полдня субботы бы просто бы забирала на прямой эфир. А у нас и так в субботу остался английский. Да-да, мы будем продолжать учить английский вот для того, чтобы быстрее внедриться в среду. У нас тут еще попутно французский. У меня есть одна подписчица, она и в Фейсбуке, и в YouTube есть, она француженка Кэт. Кэт, Кати, она по-разному пишет свое имя. Вот, и как бы тоже мы с ней там переписываемся, то есть такая микропрактика, но все-таки французского языка у меня тоже есть. Так что так. Вот, поэтому постматериалы, то есть схемы, которые я насобирала благодаря нашим, опять-таки, производителям, спасибо им огромное, все-таки будут материалы. Если что-то будут дозаказывать или что-то еще, я думаю, мы эти моменты будем обговаривать. То есть девчонки теперь как бы... Я точно могу сказать, что в ближайшее время, там в ближайшие полгода я с большой долей вероятности, то есть у меня день рождения в октябре, я буду собирать еще одну посылку. Когда я уже наемся этого рукодельного, я не знаю. Поэтому тоже буду вести переговоры с нашими производителями, с украинскими и теперь уже и с российскими, о том, чтобы что-то думать о рукоделии, не только бисерном. Да-да, вы не ослышались, и, скорее всего, будет не только бисер, но, опять-таки, алмазка, я думаю, всем понятно, почему алмазка тут Дашины, да, шедевры. Просто это же весь холодильник, если кто не понял, там чуть-чуть муж мой магнитов, чуть-чуть, да, видно, что магниты висят, там лось норвежский, что-то еще. А вот эти все поделки, магнитики, это же алмазная техника, это от арт-соло, то, что арт-соло, вдохновение, они так называются, то, что Даша делает. Поэтому с большой долей вероятности, что будет именно до заказ. И, честно говоря, я уже сама думаю, боже, да сколько ж можно, это ж уже на 5 жизней хватит. Но нет, тут есть свои нюансы, почему я тоже буду собирать посылку, и почему есть такая вероятность, что в октябре где-то, мне нужно будет там сентябрь-октябрь ее сделать, чтобы она успела уехать. Первая посылка ко мне долетела 10 килограмм. Кстати, вот девчонки, кто с Канады, кто не с Канады, 10 килограмм мне обошлось, но если все округлить, 1700 гривен. Это где-то 75 канадских долларов. Опять-таки, канадских. Не евро, не американских. Оказывается, я недавно пошла копаться в валютах, и оказывается, очень много видов долларов. И канадский, он так и пишется, CAD. Качество средненькое, резкость не идеальная. Резкость не идеальная, Тань, тут проблема с телефоном. Мне муж слезно обещал, что мы его поменяем. Тут проблема с телефоном. И вот освещение у меня тоже нужно доставлять лампы. Вышиваю как могу, но на самом деле вот эта комната, она без естественного освещения. Вот, я надеюсь, что мне муж там предлагал переставить стол и так далее. Я говорю, ты понимаешь, что мы с Дашей вдвоем вот это таскать будем по квартире стол. Я говорю, уже как-то постараемся пережить. Я, конечно, если, нет, я пробовала, тут и лампа так Поэтому качество изображения, девчонки, да, я понимаю, увы, извините, но это мой телефон. Ему уже 3 года, и да, нужно менять. Я как смеюсь, сегодня опубликовала на Go в Канаду очередной там, я с задержкой запубликую, я ж не думала, что это будет общедоступный канал, и кому-то он, кроме как мне, будет интересен. И мне сказали, что типа звук, там качество. Я говорю, я понимаю, но я снимала вроде бы как для себя. На этом канале, да, на NK Modern, я снимаю, понимаю, что для общественности, но мне самой нужно будет посмотреть, пересмотреть, понять, какие там работу над ошибками сделать. И благо, что я говорю, кроме там работы девушки, хорошо видно. Выставила решение на телефоне и стало лучше.
Ну вот. Ну, у меня, я себя вижу, ну, скажем так, я вам скажу так, на ноутбуке и на телефоне две картинки, да, вот телефон у меня и ноутбук, соответственно, как для модерации я себе поставила. А у меня абсолютно разная цветопередача, абсолютно разная. То есть у меня тут более холодный в телефон принимает, а выдает почему-то все равно желтый. Вот. И как это все настраивать, я не знаю, но искренне верю, что ну, там месяц там, выйду на работу и возьмем мне нормальный телефон. Потому что, ну, этот уже, скажем так, спасибо этому телефону за то, что он так долго работает и за то, что он еще снимает. Вот. Что, доченька? Да, с кошки. С кошки. Ну, Даша кошка. Так, пропустила. Так, качество средненькое. Оформление работ туго, дорого, и выбора такого, как в Украине, нет, к сожалению. Ну, я жила в Броварах, в локдаун там тоже особо выбора уже не было. Было бы, вот было бы так, каждой рукодельнице по подруге или знакомой стюардессе. У меня есть, это не помогло. Так, и правда, на связи, Танюша. Ну, если отлично, это уже радует. Но на самом деле четкость такая себе. Давайте будем смотреть правде в глаза. Надо лучше. Я просто у Даши и у Гриши, у них уже новые телефоны. И Гриша мне говорит, забери, отожми у Дашки. Я не могу так. Вот у нас так в семье принято, что личные вещи остаются личными, поэтому мне не хочется. Как кошка перенесла полет? Ну, как видите, кошка чувствует себя хорошо, я бы даже сказала замечательно. Слишком хорошо. У кошки откровеннейший джетлэг, то есть она абсолютно не адаптировалась по времени, абсолютно, и не хочет, самое противное. Вот она вредная у нас, характер у нее тяжелый. Все перелеты, которые были связаны на Боингах, то есть на более качественных самолетах и больших, было ей плохо, видно было, что она чувствует турбулентность, пришлось принудительно заставлять пить. Это у нее такая проблема, я смеюсь, она с моей мамой общалась не так уж много и так уж часто, но у моей мамы есть такая дурацкая привычка, при перелетах и при поездках моя мама резко перестает пить. И вплоть до того, что я вижу, что маме плохо, но она хотя бы человек, да, могу, мама, тебе это, и я хотя бы могу там в нее влить чего-то. У меня такая же ситуация получилась с моей кошкой. Вы знаете, это просто удивительно. У нас кошка похожа на всех членов семьи сразу. Хоть мама сейчас и живет отдельно, но когда мы Няшу завели, мама бы жила с нами. Как раз тогда вот в Луганске такая странная была ситуация, что мама все-таки приехала к нам. И пришлось там обманом с ложки поить водой. Ну вот я видела, как ее... Но в целом мы ее на поводок, у нас есть обычный поводок для кошки, мы ее выпустили во время трансатлантического перелета, это Стамбул, Торонто. Она походила, во-первых, ее не слышно. Когда что-то происходит достаточно серьезное, она в основном молчит. Но когда нас посадили на рейс Торонто-Монктон, там был самолет огрызок. Но я постараюсь вставить. И единственное, что тоже почему делаю этот прямой эфир, пока еще не вышли все, скажем так, видео. Девочки, влоги будут, но влоги, которые go в Канаду, они будут, ну, так как я все равно планировала и хочу оставить себе этот канал как видеодневник, да, личный там, мои первые впечатления, вторые впечатления, ну, точно так же, в принципе, как по рукоделию у меня было, то здесь уже будет, ну, максимально краткая информация, то есть, ну, прямой эфир, понятно, для этого я, собственно говоря, провожу, чтобы пообщаться, ответить на вопросы. Вот, поэтому максимально много там с фотографиями, еще с чем-то будут на канале Go Канаду. Но здесь я тоже покажу, постараюсь там в буднях хотя бы показать вот этот микросамолетик, чтобы вы понимали, у нас было 12 мест всего, рядов точнее, знаете, там, и они были 2 и 2. Но кто родом из Советского Союза, возможно, летал на таких самолетах, как Ан или Ту, вот, и это вот аналог его с огромными пропеллерами. И вот там кошка,
мне просто было няшу жалко. Вы знаете, она бедная мяукала так, я не привыкла, чтобы няша мяукала именно от того, что ей плохо, страшно или еще что-то. Она на самом деле такой боец у нас, характер у нее, будь здоров. И тут она, я говорю, я первый раз видела, как кошка открывала рот для того, чтобы разложить уши. Плюс у канадцев жуткая вот эта система, тем более в Торонто там карантин, вот, и они мазались за 2 часа полета, кто-то по 2, по 3 раза. Им приносили новые, я даже не знаю, какая там емкость, ну там, пусть даже там 0,33 баночки с антисептиком, и кто-то брал добавку. И нереально ее вымазывали за 2 часа. У меня аллергия, ну не такая, что прям вдохнула и умерла на месте, но я даже не слыша запаха, я в аэропорту резко почувствовала удушье. Думаю, как? Я только вышла с отеля, только получила тест о негативе, что у меня нету, да, ковида, и тут я вышла, и меня он прям душит. Это моя реакция на антисептик. Мне пришлось, правда, объяснять, когда мы там в очередной раз заставили на себя его наливать, там, при прохождении, говорю, вы извините, я тоже вспомнила слово аллергик, я его сказала, и меня поняли, и меня пропустили. Потому что у меня уже на тот момент, у меня до сих пор, кстати, небо, язык болит. И представьте, наша кошка, которая не реагировала вроде бы никогда на эти запахи, она чихала так, что весь самолет, в принципе, был в курсе. То есть она чихала, мяукала, мяукала, чихала. И вот эти, хорошо, что рейс был очень короткий, он, ну, в итоге, там, из-за того, что другой самолет, он экспресс, он маленький, мы летели 2 часа 10 минут вместо положенных 2 часа, там, 50 чем, час 55, по-моему. Вам нужно вакцинироваться или можно обойтись? Вакцинироваться мы будем. Гриша вакцинируется в первом числе. В первых, ну, первых из-за того, что он с водителем здесь работает. Мы будем вакцинироваться позже. Я, собственно говоря, со своим возрастом 42 года подхожу к вакцинации, и плюс я еще нахожусь на контроле по медицине. У меня были сложности с прохождением по медицине, кстати, это тоже есть на, вот это, на канале Go в Канаду. Не хочу сейчас вдаваться, девочки, в подробности. Это, слава богу, я пережила. Меня пустили в Канаду. Но канадцы очень сильно страхуются, у них нету туберкулеза. И если есть какие-то нюансы с легкими, они обязательно тут же тебя отправят, типа, пожалуйста, наблюдайтесь. Да, ну, Света из Зеленку. Наш кот к новой квартире привык только недели через 2. Что уж говорить о новом часовом поясе, стрессу вашей красавицы. Наша красавица имеет 3-ю квартиру. Она за годы жизни с нами, это уже 3-й ее переезд с квартиры в квартиру. Поэтому плюс она была, ну, в гостинице. Мы уезжали, когда вот мы путешествовали Италия, Париж. Няша жила в кошачьей гостинице. Но гостиница выглядела где-то как эта квартира. На самом деле там девушка частным образом. И тоже жила вот сверху на мебель. Я думаю, поэтому она очень быстро освоилась, что можно на мебель залазить. Няшу не ругали. Она себя вела более чем хорошо в той гостинице. Спала с девочкой, соответственно, хозяйки, дочкой. А вот по поводу часового пояса, да, это беда. Причем у Няши устойчивый есть режим дня, есть определенные порции, по которым она должна питаться. У нас в этом плане я человек дисциплины, поэтому меня вынуждены все слушаться. Вот. У меня просто братья военные, я маленькая хотела в армию. Я так понимаю, это сложилось на моем характере. Вот, хотя я думаю, что все равно мне дисциплины не хватает. Люблю я себя вот, побаловать. Вот. И смысл в том, что да, ну, по квартире Няша освоилась прекрасно, даже в гостинице. Мы только заселились в гостиницу в Торонто, заехали. Я ее выпустила с переноски, поставила. У нас была переноска, которая Трикси, кто знает, кто не знает, но любители животных знают на эти переноски. Трикси пластиковая. Вот. И с нижней части я сделала ей туалет, раз уж, извините, пошли за такие вещи. И Няша сразу пошла в ванную, то есть у меня с этим проблем и с кошкой нету. Здесь ей, конечно, папа купил огромный горшок, домик купил. Я тут уже нашего папу гоняю за то, чтобы
Извините, такая семейная подробность. Я хочу себе комод. Но ну, и мне муж говорит, нет, мы не будем покупать комод, он стоит 100 баксов, но бэушный. Мы типа поедем в Галифакс, там Икея, будем подбирать мебель, чтобы все было красивенько. Ну, эстет он у меня. Но кошке домик за 200 баксов он готов купить. Я запретила, говорю, никаких дом, ну, то есть, чтобы высокий дом и так далее. Вот, ну и теперь эта красотка, естественно, лазит везде, трусит шерстью, что мало приятно, и спит везде, Даша возмущается. Поэтому, конечно, в итоге няша, мы на нее потратили, ну, прилично денег, и теперь мы ее называем наша дорогая няша. Наша дорогая кошка. В итоге по бюджету, сколько на эту девочку потрачено, ну, знаете, уже в цену хорошей породистой кошки она получается. Вот, ну, понятно, что она взаимностью нам отвечает. Вакцинироваться пока не обязательно, это в Эдмонте. А в Нью-Брансвике тоже не обязательно, но так как у мужа такая профессия, да, он драг-драйвер, у него на работе, да, шерсть это наша приправа, точно, Марина. Это правда жизни. У моего брата родного, он живет в Латвии, у них кошка Невская. Он говорит, не обращай внимания на шерсть. Достали и дальше. Если учесть, что эти кошачьи домики иногда и не приживают. Да, Таня, в том-то и дело. Няша, этот кошачий домик, ну, я Грише разрешила купить, он, по-моему, $40 в итоге стоит небольшой, чтобы няша все-таки царапала когти. Няша царапает, все нормально, но как домик она его не использует совсем. Эта сирота спит сверху на самом маленьком чемодане, но он стоит вертикально, то есть не боком, не горизонтально, да, а вот, ну, вертикально. И эта сирота спит на этом сверху чемодане, на меня смотрит грустными глазами, типа, ну правда, что ли, вот я тут вот, можно. Ну и все. И она на этих чемоданах спит, что вот она сирота казанская. Я говорю, там горшок больше, чем то место, на котором она спит. Лапы свесила. В общем, короче, ну, у кого есть животные, тот меня поймет, что как это вообще происходит. Кошки, ну, приблизительно, у нас же нету точного дня рождения, мы считаем, что там 1 июня у Няши будет 6 лет. Она может быть там как в конце июня, так и в начале, поэтому, ну, мы условно, когда записывали в паспорт, мы приняли эту дату. Мы завели Няшу уже там 10 или 15 октября 2015 года. Соответственно, мы не знаем, когда она родилась. Это обычный приютский ребенок, которого мы забрали, я же говорю, ну, нам тогда хотелось сделать доброе дело. И, в принципе, же говорю, она нам отвечает взаимностью, ну, характер у нее, ну, я же говорю, мы когда паспорт писали, они что пишут, какая порода, я говорю, я откровенно сказала, пишите Хныкина. Ну, говорит, как Хныкина, что такая порода есть. Я говорю, ну, она ж наша. Так что такое. У меня, кстати, вот такая кружечка. Единственное, что здесь в основном это не буква И, это буква М. Вот. У нас теперь у всех именные кружки. Вот. Кошка не стала спать в домике, спит в коробке от новой почты, причем признает только эту коробку. Ну вот у нас где-то такая же история, она заходит в хозяйственную комнату и кричит о том, что дайте мне, пожалуйста, эту, скажите, эту, я скажу, коробку картонную, и я говорю, нет, дорогая моя, не будешь ты в той коробке спать, потому что должен быть порядок. Она недовольна, в итоге залезла сегодня в ванную. Кстати, в Канаде очень низкие ванны, девочки, это так необычно. Я вчера что-то там завтыкала и такая хуп ногой в эту ванну, она очень низкая, и у нас вроде как ванная, в то же время она похожа на душевую кабину. Вообще, на самом деле, в таких мелочах столько всего интересного. Ну, в общем, не то чтобы мне это не нравится, это просто новое, это другое. У меня было не такое. Наташа, привет, с Копейска, Челябинской области. Уюта вам на новом месте, добра всей вашей семье. Спасибо большое, Оксана. Мы будем стараться, чтобы у нас был и уют. Потому что я, кстати, вам скажу по разнице. Мы там все продавали, да, в Броварах, а здесь мы, соответственно, планируем покупать. И, Лена, здравствуйте.
И я могу сказать, как же мы захламились, сколько вещей было куплено, просто куплено. Что ты туда лезешь? Даша в кладовку лезет, там, где у нас вот Ее не такие... видно, я хочу это взять. Ну, возьми. Сейчас, секунду, извините, я салфетку возьму. Привычки еще родом с Украины остались у меня. Это вот время эфира нервы сказываются. Так, вот, да, я покажу банку. Это у нас банка орехов. Мое лицо, тут даже не ладошки. Это Даша полезла за орешками. 1 килограмм 13. Ну, тут, да, у них, кстати, кто знал, кто не знал, в Канаде тут две системы, километры, метры, и другая какая-то вот расстояние. Костка. Да, точно. Это костка. Это Наташа. Ой, это костка, это муж зашел в костка, да, это он накупил. Я не знаю, что он это, он накупил всего. Ну, в Украине можно как аналог только метро предложить. Я так предположу, что метро есть, наверное, и в России. Ну, за Беларусь я не знаю, я была там, мы вот недавно вспоминали, я в Минске была 16 лет назад. То есть очень давно. И я, естественно, не ходила в Беларуси по супермаркетам. Мы ходили в ближайший магазин. Вот, ну, 16 лет назад, согласитесь, это был 2005 год. Это было давно. Вот. А в России я последний раз была там через Ростов проездом, поэтому я тем более не знаю, что там, ну, какие магазины. Вот, у нас в Украине метро, это вот эти гигантские упаковки а-ля промышленные, да, их еще называют хорика, ну, кто знает, кто не знает, это в смысле, да, там для кафе и тому подобное. Ну, так вот, у нас сок 3,7 литра оранж. Я показываю, по-моему, эту бадью, но я сейчас покажу, не буду стесняться. У нас, слава тебе, Господи, заканчивается. Эх, гляньте. Это не чистящее, это не моющее, это просто сок. Аккуратно с едой местной поправляешься очень быстро. Да, меня девчонки уже все предупредили. Лена, Алла, это да, я просто искренне верю, что, учитывая то, что есть опыт сидения на локдауне, я поправилась, да. В прошлом году я поправилась всего на 3 килограмма, а потом у меня как-то начал вес добираться, и сейчас я вешу 70 килограмм. Для меня это много, потому что мой раньше вес составлял 55 килограмм. Я не хвастаюсь, не пытаюсь ничего, я просто рассказываю о себе, девочки, потому что знаю, что для многих вес это такая отдельная тема и не всегда приятная, не всегда неприятная. У меня очень больной желудок, то есть и мне далеко не все продукты подходят. Алла Романюк сказала, что типа по поводу сыроедения я не могу есть сырые продукты. Ну, как я вот сейчас, для меня это в радость стало есть там сырые бананы, сырые яблоки. Для меня это праздник был, когда я в Канаде взяла какое-то яблоко, просто сгрызла, и мне плохо после него не было. У меня был праздник. Я съела, я в итоге 2 яблока съела, потому что я наконец-то смогла. Я на 12 килограмм. Ну, это как бы немало, ну и так, 3,7 литра это галлон. Молоко тут тоже в таких бодейках. Ну, я мужа уговорила найти 2 литра. В итоге он по 2 литра купил, да, молоко. Ну да, вот эти размеры. И эта женщина, француженка, которая, она написала по поводу Канады, у нее друг в Монреале живет, но она такая возрастная, ей там, ну, больше 50 лет, причем хорошо больше, если ей уже не больше 60. Она как-то так написала: Канада страна неумеренных порций, или как-то так. Ну, я с ней соглашусь. Вот. Но я сегодня попробовала сделать какую-то элементарную зарядку, но тоже не уверена. Вот у меня, кстати, тоже покажу. Надо, ну, не надо, не знаю. Вот мои купили, вчера попросила яблоки, наконец-то начала есть яблоки. Да, Алла говорит: Алла, ты знаешь, сыроедение, наверное, мы тоже начнем практиковать, но постепенно. Вот, сколько здесь, вот тоже
кило 36, написано 3 ЛБ. Ну вот чего это, я не знаю. Ну то есть у них это все в ГБ. Но при этом вода обычная продается маленькими бутылочками питьевая. И муж говорит, что купить именно там, как у нас, мы привыкли питьевую, на газованную 1,5-2 литра, это из ряда фантастики. Не знаю, прав он или нет, но как бы... У нас даже, видите, кружки. Если помните, я прямые эфиры проводила под совенка маленького, то тут мне муж вот именную такую выдал. Ну, я вот такой кофе могу пить часа 3. Вот. В прямом смысле слова я не преувеличиваю, я просто... Для меня сам процесс, когда я пью чай либо кофе, это как раз тот момент, когда я могу расслабиться и очень долго наслаждаться процессом. Это, кстати, дети над нами шумят. Вот, поэтому вот как-то так. Поэтому вот так. Вот, на самом деле впечатление еще, знаете, не из пережитого, из того, что не пережито. То ли я такой человек везучий, то ли... ну, тут я даже не знаю, это везение такое сомнительное, относительное. Очень много, вот даже находясь вот тут, да, на закрытой территории, все равно очень много новых вещей. Ты пробуешь, учишься, смотришь. И мне там кто-то говорит, да, ну на карантине у тебя жизнь спокойная. Я думаю, да, да, это как раз про меня. Буду сидеть, ничего не делать. То есть, ну, я наконец-то хоть монтаж начала делать, вот прямой эфир, потому что очень как бы хотелось пообщаться. И просто, знаете, когда я общаюсь в прямых эфирах, я поняла, осознала, что как-то, знаете, в моей голове тоже порядок. То ли я успокаиваюсь, то ли еще что-то. Ну, то есть получается внешний порядок тоже классно. Я не ожидала, что если раньше первый эфир это было так сложно, так, ну, тяжело было, то сейчас это намного проще и действительно это общение. Это общение единомышленников, как ни крути, девчонки. А ну, девчонки. Молоко продается объем 3,7 литров, ого, оно уже испортится или... Олеся, знаете, не... Да, кстати, тут вот тоже такой момент, тут продукты по-другому. Метро все только упаковками. Ну вот да, здесь тоже и упаковками, и вот такими вот дикими объемами. Даже еда почти готова сразу. Можно сказать, разогрей и все. А, Даша он восхищается, мы что-то лазанью готовили, а я рыбу запекала, лосося, и то это я запекала, у меня получилось... Даша, иди уж. Короче говоря, у нас поделено тут. Даша ж не может свои 5 копеек не вставить. Девчонке грустненько, у нее школа уже закончилась. Если что, у нас у Даши украинская школа еще осталась. У нее там школа дистанционная, которая готовит детей для вступления в вузы США. Мы даже не знали, как бы, что это подходит нам настолько. А состав, ну, наверное, с алфавитом. Честно говоря, я не смотрела. Олеся, столько вопросов. Девчонки, кто хочет, кто может ответить Олесе, девчонки с Канады, вот Наташа Еренко. Потому что я не хочу сейчас просто. Я сейчас опять очередной раз полезу. Ну, знаете, такой прямой эфир с открытым холодильником. Я еще не настолько освоилась, поэтому я не готова. Но на самом деле Даша читала какую-то инструкцию, переводила, тут такие тонкости. Вот я помню, где-то читала о том, что... попкорн. Даша вчера читала, и там было написано, что осторожно, не, как-то, ну, Даша, не помнишь, что было написано там? Осторожно, нераскрытые зерна могут привести, ну, типа, ну, к удушью. То есть... Там написано, типа, осторожно, зерна, вот эти вот зерна, не раскрывшиеся зерна могут, короче, дыхание прекратить. Ну да, то есть, короче говоря, могут привести к удушью. То есть это на инструкции на упаковке. С попкорном. Все отлично. Да, кстати, по продуктам меня даже спрашивали, типа, какая на вкус кола, Кока-кола. Мы, правда, купили вчера местную и поняли, что мы очень сильно ошиблись. Там просто концентрат такой сладкий, сильно-сильно газированный. Ну, кола качество другое имеет и вкус другой имеет.
И я знаю об этом давно. Я помню, к брату в Прибалтику приезжала, тоже кола имела другой вкус. Но это особенности, опять-таки, завода. В Украине мы жили в Броварах, да, соответственно, в Броварах там завод Кока-Колы. И я раньше занималась, когда работала в ритейлах, в магазинах, именно мое направление были напитки. И я помню, что где-то мне попадался то ли случайно, то ли я специально разыскивала по Кока-Коле, что даже в той же Испании, там, вот она, по-моему, больше всех, у нее уникальные есть продукты, которые нигде не продаются, кроме как в Испании, и там тоже особенности старые и тому подобное. То есть Кока-Кола приспосабливается к территории, где она продается. Вот, то есть также состав там сахар, не сахар, это тоже влияет на ее вкус. Вот, ну сказать, чтобы я прям такие, она другая, она отличается от украинской. Ну, мне показалось, что она просто более плотная, как напиток сам, то есть концентрация такая, не такая она жидкая. Ну и как-то послевкусие другое. Чем сильно она отличается, но не готова я вам сказать, потому что я сейчас вот действительно сок с удовольствием пью. Кофе муж купил Нескафе, это, конечно, жутко, пришлось перейти, вернуться на лавацу, потому что я стараюсь пить растворимый кофе для того, чтобы не сильно реагировать, чтобы головных болей не было, тем более это же переезды и тому подобное. Но Нескафе я пить не могла ни в Украине, ни тут, поэтому тут я ничего не могу сказать по поводу качества продуктов, а яблоки вот действительно были вкусными. Помидоры, вы не поверите, я ела, купила в Украине глывки, сливки, да, сливки такие. Вот, я не знаю, как в России, по-моему, тоже сливки они называются. Ну вот сливка наша такая пахучая, такая вкусненькая, такая классная. А те помидоры, которые муж купил, невкусные прям совсем. Ну поэтому так, тут опять-таки продукты и в Украине были, смотря в какой магазин зайдешь, какая сезонность и тому подобное. Лаваца вещь, да. Ну, я лавацу люблю еще, когда ее с Италии присылали, потом в Украине вроде как импорт был. Вот, и сейчас, да, тоже лаваца. Ну, потому что близкая нам, скажем так. Кофе Канада обожает, пью огромными порциями. Ой, Наташа, ты можешь написать, какой вкусный кофе? Вот, хотя, если растворимый. То есть, у меня, кстати, Starbucks недалеко. Все же тоже фанатычи, это Starbucks, кофе Starbucks, да, это же там какая-то. У меня девчонки знакомые ездили в Америку. Я не помню, что там у них был за проект. 3 человека сразу. И все 3 мои, и просто их было, или даже 4 их было. Ну, 3 я знала. И они вот это побежали в Америке, там, в Вашингтон, по-моему, они ездили. Нью-Йорк, Вашингтон, как-то так была поездка. Ну, в общем, смысл в том, что они в этот Starbucks прибежали, типа, американская мечта. У меня Starbucks рядом. Не знаю, там пешая доступность, это тоже своеобразно. Тут Дашина школа, например, там по карте 1 километр, да, ребенок не пройдет напрямую, и в итоге ей 50 минут пешком идти. Ну, школа еще неизвестно, когда начнется, это Канада. Я называю Канаду, я думаю, что девочки, кто живет в Канаде, согласятся. Это страна неспешных людей, они не спешат никуда. Вот. Я так понимаю, что они лучше будут тихо двигаться вперед, чем потом быстро все переделывать. Вот это очень сильно отличается. Только Тим Хортонс. Ты ж в Канаде. Ну, Тим Хортонс, может быть, тоже есть, но рядом со мной его я на карте не нашла. Поэтому спасибо, буду знать. И вообще Григорий Хныкин, кто не в курсе, это мой муж. Тоже присоединился к этому, к прямому эфиру. Что это ты вдруг решил тут? Ой, кошмар. Папа на прямом эфире. Так что растворимый я не пью, в основном все варят, я люблю еще. То есть муж мой прав, Тим Хортонс все-таки обед. Вот, так что видите, кто еще не знал, что мой муж Григорий Хныкин, теперь уже знает как минимум все присутствующие. Ой.
Так что так, Тим Хортонс. Ну вот видите, я еще не до конца просвещенная, как у меня кто-то из девчонок говорит, слушайте, так мало еще там друзей в Канаде. Говорю, так я еще не приехала, этот разговор был месяц назад, а вот видите, нас уже в Канаде только рукодельник 4 человека. Поэтому я с удовольствием, вы знаете, учусь новому, узнаю новое, делюсь новым. Ну, то есть в этом плане человек не жадный. И при этом жадная до информации я с удовольствием получаю. Всем хорошего эфира. Спасибо тебе, Гришенька. Вот. Муж поехал дальше работать. Видите, у нас какое общение с мужем. Крепкая семья называется. Я тут, дома, он на работе. Вот так вот. Знаете, так, мне документальное подтверждение. Ой. И Даша тут же. Ну, в общем. Да, доченька? Мяу. Видите, как сидит в соседней комнате, орешки взяла, грызет, смотрит, слушает мамин эфир. Вот, так что вот такие вот у меня новости. Что еще рассказать? Задавайте вопросы. В принципе, из всех насмешила, и себя тоже. Спасибо себе. Кстати, мы опробовали уже посудомоечную машину. Ох, она и шумит. И работает она, по-моему, в течение получаса, но громко. Вот. Поэтому мы как бы сейчас ею часто не пользуемся. Холодильник, она не сильно шумит. По сравнению с холодильником, ну да, по сравнению с холодильником она не сильно шумит. Да. Вот. Поэтому сейчас задача номер 1. Думаю, как обустроить себе рабочее место, потому что место как раз таки есть. Вот уж комната полностью вся не оборудована. Очень классное, светлое место. Ну вот как и что мы будем, как обустраивать. Ну, я еще буду планировать. Естественно, очень хочется такой комодик. Ну, такой, тут есть такое понятие, как дрессер. Это, значит, большой комод и сверху зеркало. Даше мы уже такой купили. Мы, в принципе, купили Даше комплектом мебель. Это вот этот дрессер, кровать и 2 тумбочки. Но мы, как истинные родители, отжали 2 тумбочки у Даши. Но мы, в принципе, купили вот этот комплект и вот этот стол и стулья. 4 стула вот таких достаточно широких, комфортных, кстати. Мне понравился этот набор исключительно из-за стульев, таких вот больших. Вот, и, ну, классно. Вот. Но, опять-таки, по бюджету я еще пока не готова обсуждать цены, потому что, в принципе, вот эти вещи мы покупали на Marketplace, он в Украине недоступен. Если девочки кто-то там, что такое Marketplace, это своего рода OLX, только вот в Канаде он доступен. Я не знаю, у меня муж жил в Европе, по-моему, ну, жил, работал когда. Тоже, когда вот находясь в Европе, он тоже Marketplace мог пользоваться, в Украине почему-то он недоступен совсем прям. Вот, ну, я как бы, может быть, VPN пользоваться или еще чем-то, я не знаю. Кстати, тоже одна из хороших новостей как бы для меня, у меня теперь я могу спокойно заходить в Контакт. Вот, ВКонтакт, Одноклассники, так что я опять ближе к российским рукодельницам, потому что до этого мне нужно было постоянно доказывать, ну, в Украине же, да, ну, есть такие политические нормы, что ВКонтакте как запрещенная площадка, а в Канаде этого нет. То есть спокойно можно пользоваться ВКонтакте, Фейсбуком, Инстаграм, Одноклассниками. Возможно, есть какие-то ограничения, ну, в плане IT, да, то есть информационной вот этой части, но пока что я не знаю, чем и как это ограничивается, поэтому, в принципе, тоже такой момент. Ну, я как бы знала об этом, ничего нового, вот, поэтому вот так. Так что так. Вопросы? То я болтаю уже больше часа. На самом деле эмоций море, потому что эмоций много. Просто много эмоций. Вопросы есть? За кошку я ответила, за еду ответила, за кофе поговорили. А за рукоделие тоже, что, видите, у меня муж контролирует, то есть какие посылки следующие нам получать. Ой, господи. Вот.
посылки я пока то, что даже с Украины получила, я еще не раскладывала, потому что просто некуда. Вот, я говорю, вот это сижу, благо есть эта девушка Весна, которую я вышиваю, и, соответственно, я буду ее вышивать. По поводу планов жизни в Канаде, раз вы уже никто ничего не спрашивает, я буду говорить сама. Значит, по поводу планов. Благодаря моему мужу а муж кем работает, если не секрет? Нет, не секрет. В Украине у меня муж был, скажем так, достаточно статусным чуваком. До какого-то периода у него была своя юридическая фирма, но как бы это он и у него был помощник, они занимались обслуживанием определенных компаний, скажем так, это я скажу, чтобы просто понимали, да, разницу. У меня муж, одним из клиентов мужа был Нефтегаз Украина, Андретан, ну и дальше там еще куча разных всяких компаний. Но изменилось законодательство, изменились там определенные условия, и муж вынужден был закрыть компанию. И он стал водителем, то есть у нас это называется дальнобойщик. Но он не совсем дальнобойщик, но я не буду, да, там усложнять эти все. Он просто работает с какими-то спецдопусками, скажем так, ну, грубо говоря, там, вторсырье, пепел, не пепел. То есть он водитель, просто вот у него как бы а-ля цистерны. Вот, и там объемы другие, требования другие. Мне было очень тяжело это все дело пережить. Ну, представьте, да, ты вроде какой-то статус имеешь, как жена юриста, и тут на тебе, у тебя муж дальнобойщик. Ну, по сути, это так. И, ну, он мне предложил немножечко довериться ему, и, в принципе, благодаря тому, что он стал дальнобойщиком, что он работал в Европе, ну, сейчас это называется трак-драйвер, то есть машина его трак. А еще где-то в каких-то документах европейских написано танк. Вот, а у меня танкист муж. Вот, и, соответственно, благодаря этому опыту, тем более европейскому, он сразу работал в Норвегии, Швеция, хотя компания, которая его трудоустраивала, но он туда попал по рекомендации, тоже как бы, ну, эта компания, в принципе, требуются работники, сейчас набираются в достаточно большом количестве, потому что они занимаются обеспечением жизнедеятельности городов. Вот, да, то есть они перевозят пепел, вторсырье, которое перегорает. Это особенности, опять-таки, Норвегии и Швеции. Дания, по-моему, тоже так работает. И, ну, работа не из легких. Очень востребованная, уважаемая профессия в Канаде, да. И у моего мужа, получается, именно вот это вторсырье он снова возит. Опять эта машина, опять эти сложности. Девочка, нас первого хайраки, мои рыбаки прибыли с уловом. Поздравляю! Класс, раком хочу. Надеюсь попробовать здесь лобстеров. Вот, и смысл в том, что Гриша сюда прибыл по контракту, то есть у нас, мы же приехали официально, то есть у меня рабочая виза, у Даши студенческая, то есть у нее именно стадия. На таможне был небольшой коллапс из-за того, что мне взяли и сказали, ну хорошо, что да, у меня офицер таможенный был русскоязычный мальчик, он говорит, а у Дарьи Хныкиной уже есть студенческая виза. Я говорю, как? Ну, мы вот только приехали, но нас друзья предупредили, что в городе Монктон есть наши однофамильцы. Ну, мы знали, что взрослые люди, мужчину зовут Андрей, а там женщину я, естественно, не знаю, а за детей вообще не в курсе, есть ли у них дети, нет ли у них детей. И тут нам говорят, типа, Дарья Хныкина, Монктон, есть студенческая виза. Я говорю, ну мы вот только приехали. Ну и, соответственно, меня попросили успокоиться. Ну, мне как бы уже было особо не до нервов. Они разобрались, ну, видно, какие-то дополнительные документы подтянули. И дальше распечатали вот этот бланк студенческой визы. То есть она не просто, ну, учится, то есть, если я так понимаю, там тоже есть какие-то, ну, при поступлении в школу там точно ничего нету. В школу берут детей, потому что в Канаде как обязательное, да, образование.
бесплатная, поэтому я минимальное количество там информации себе указала, и Дашу зарегистрировали, поставили там в очередь на обработку информации, куда там, в какой класс ее определят и так далее. Надеюсь, я там ничего не перепутала и так далее. Ну, в общем, я очень сильно старалась, чтобы это все было без ошибок. Вот, Гриша, получается, приехал, ну, кто меня смотрит постоянно, еще в конце января, 24 января он вылетел из Украины, предварительно, естественно, рассчитавшись в Европе, ну, то есть в польской компании. Вот, и приехал сюда. То есть у Гриши, в отличие от меня, европейский опыт здесь считается, ну, считается, потому что он нужен. То есть если канадского ноль, то как бы Гриша не начинает, ну, совсем-совсем с нуля, в отличие от меня. Ну, во-первых, у Гриши еще хороший английский, хотя ну, он очень, для него очень низкий балл, на который он сдал. Есть такие экзамены, как IELTS, это именно оценка знаний языка. Вот. И ну, все говорят, что у него явно выше. Ну, пересдавать пока нет необходимости. Ну, просто нет необходимости. Что еще? Ну, вот я, соответственно, без знания английского. Сказать, что я его совершенно не знаю, это будет неправильно, потому что я занимаюсь им давно, занимаюсь усердно, но я уже говорила неоднократно, это моя ахиллесова пята. Я очень быстро адаптируюсь, но очень тяжело получаю знания. То есть я быстро, очень-очень быстро в короткие сроки учусь, но вот именно такие монументальные знания, такие базовые, которые вот должны, вот ты, ну, когда ты маленький ребенок, там мама, папа, да и на, ты учишь не сразу, там наши дети учатся не быстро. Вот, и у меня это очень тяжело, очень, ну, как бы я вроде бы на месте, когда общалась, я понимаю, я реагирую, вот, поэтому я, естественно, буду выходить на первую работу уже в мае на, это называется в Канаде survival job, да. Я вообще финансист, и, естественно, я бы хотела работать дальше с финансовыми потоками, с построением, то есть, ну, это не банк, это чаще я работаю на живых предприятиях, торговых предприятиях, но смысл в том, что я не выйду из-за своего языка. В Монктоне здесь много компаний, Ирвингов и так далее. Вот, поэтому я буду выходить сейчас вот в компанию к мужу просто для того, чтобы восстановить финансовую дыру, которая образовалась, ну, из-за вот этих карантинов в Торонто и тому подобное, потому что очень большой расход. Ну, мы потратили $2000. Ну, это я никого не пугаю, это я не говорю, что вот мы такие несчастные. Я сразу прошу вот эти вот информацию, я просто объясняю факты. Ну, в лучших традициях от меня, что из-за, скажем так, дополнительного карантина в 3 дня это достаточно дорого получается. Плюс мы с Няшей ехали, мы еще за гостиницу платили, плюс такса за кошку. Ну, там не за кошку, а за саму уборку. То есть у меня благо, что я с собой брала еду, там что-то еще. То есть мы обошлись этим в эти 3 дня. Вот, но тем не менее, так как нас 2 человека, мы $2000, это, ну, мы молодцы, мы вложились, потому что вот девочка с нами летела, Марина, она платила, по-моему, 1100 или $1200 просто за себя. Это те дополнительные расходы, на которые мы не рассчитывали, что они будут. Вот. И, соответственно, у нас не было этих денег, которые мы, ну, откладывали бы. Да? Мы откладывали на то, на это, там квартиру сняли для того, чтобы понимать. Вот. И, соответственно, я буду выходить на работу, в прямом смысле слова, кем возьмут. Вообще хочу начинать работать, опять-таки, в силу моей предыдущей профессии, то есть, да, когда уже был собственный бизнес, буду работать, да, мне 42 годочка, Наташа 42 годика, и я мечтаю работать продавцом одежды. Да, вот так вот. В Канаде это доступно, но опять-таки для чего я хочу выбрать эту профессию? Ну, первый месяц-два я, естественно, даже не буду пробовать проходить собеседование, я поработаю просто в целях просто научиться общаться с канадцами. Плюс мне нужно научиться ездить на работу.
Вот, так что машина будет под жопой, а как бы права теоретически у меня есть, там в течение полугода надо будет сдать экзамены. Вот, но смысл в том, что я не слышу канадцев. Не то чтобы я их не понимаю, я не слышу, что мне говорят. Для меня это такая масса. Как насчет пойти учиться? Да, учиться мы тоже планируем. Единственное, что я не знаю, кто первый пойдет из нас учиться, я или муж. А для того, чтобы пойти учиться в Канаде, вот видишь, здорово. Ну, я-то, скажем так, во-первых, в силу своей профессии, да, работая в фэшн-индустрии, у меня самая большая база языковая, это все, что касается покупок одежды и тому подобное. То есть это та отрасль, где у меня самое маленькое количество задержек, да, то есть я не понимаю, типа, мне не надо там переспрашивать, а вы можете повторить, или там, извините, я вас не расслышала, или вы можете сказать по-другому, да, ну это я так базовые, да, реплики набрасываю. Тут мне проще. То есть единственный момент, почему как бы там не Walmart, потому что опыт работы в ритейлах есть, и у меня, даже я вам больше скажу, у меня не сертификат, но меня обучал один из тренеров с компании Walmart, только американской. Вот. К нам приезжал Билл Вудвард, его имя, фамилия. Я когда-то работала в одной из компаний в Украине, и они познакомились с этим Биллом, такой дедушка уже, такой дедушка был на тот момент уже, очень своеобразный, и он нам проводил лекцию, это было в течение нескольких дней, его прям привезли в Луганск, чтобы вы понимали. Ну, видите, тут опять-таки мое везение, и он нам рассказывал о том, как происходит мерчендайз в Америке, да, то есть какие особенности, какие нюансы, в принципе, сервис ритейлов, магазинов. И, скажем так, у меня есть это общее понимание структуры, но опять-таки, девочки, хорошо, что я это понимаю. А дальше что? В общем, короче говоря, в общем, вот так. У меня муж работал в Украине, когда мы еще были молодыми, в одежде. То есть он работал, может быть, кто-то знает такие вещи, как Джункер, Катон, торговые марки. Я думаю, что и в России, по-моему, они есть. Но он работал администратором магазинов одежды, а я, соответственно, работала в обычных супермаркетах. Мы же выросли, опыт изменился, то есть профессии получили, поэтому вот как-то вот так. И да, мне очень хочется состояться как финансист, как финансовый консультант. Мне это, в принципе, понятно, но я не банковский работник, потому что там немножко другая структура. Надо понимать, что хочет Канада, что она требует. И плюс финансами только здесь может... Тут в этом плане, я не знаю, кто тут, Наташа может подтвердить, в Канаде, я так поняла, очень важны бумажки. У тебя нету бумажки, нету подтверждения твоей специальности, именно канадской, то есть, соответственно, ты не будешь никем работать по специальности. Вот так вот. Поэтому, очень любят иммигрантов, потому что они могут занимать те должности, которых вечный дефицит, это вот разнорабочие, люди там достаточно низких профессий. В принципе, в Украине тоже, я вам скажу, был с этим дефицит достаточно серьезный, да, то есть там... Да, вот видишь, Наташа подтверждает, что да. Вот, поэтому тут надо, конечно, обжиться, понять, да, как здесь все устроено. И я не буду говорить, что да я сейчас покорю весь мир. Нет, покорять весь мир я не хочу, да мне это, собственно говоря, незачем. И, планы такие, какие они есть. Работу я не боюсь, я думаю, все уже видели и понимают, что меня сложно испугать трудом, и да, и муж у меня такой же.
видите, то есть с него корона не упала, я же говорю, я дольше переживала, что как это так, у нас все друзья, все товарищи, там, юристы, статусные, там, моя кума, это даже статусная судья, тот там, тот, то есть такие, ну, правильно, нам по 40 лет, в принципе, уже стажа рабочего по 20 лет у многих. Ну, правда, муж у меня моложе, но не в этом смысл, что и тут на тебе, да, муж водитель. Здравствуйте, приехали. Жили, не тужили, да. Вот. Ну, как бы, как есть. Это новая страна, новые условия, новая жизнь. И да, мы будем начинать, как и все, будем начинать с обычной работы, с небольших заработков. А с другой стороны, опять-таки, в Канаде, почему мы выбрали эту страну, я думаю, многих тоже этот вопрос интересует. Мы когда уезжали с Украины, одна из причин у меня в Украине была, когда я бизнес продавала, что я очень много работала. Прям очень-очень-очень много работала. Я Дашу практически не видела. Я, наверное, уже 100 тысяч раз об этом сказала, что я приходила, Даша была в школе 2-я смена, ребенок там в 3-4 класс, и Гриша уже уехал, мы остались вдвоем, да, он в Европе пахал по 13-14 часов, а я то же самое делала, но в Украине. У меня уже были постоянные клиенты, у меня уже были постоянные регулярные заказы, у нас не было простоев, не было ничего, но я работала так много, что я вот когда уже бизнес был продан, я только тогда осознала, что, знаете, есть такое выражение «света белого не видишь». Вот у меня было где-то так. И я очень благодарна, что я нашла все-таки вышивку, бисерные вас, девочки все, и девочки, и мальчики, что, ну, муж, конечно, не очень доволен, когда он все это таскал сам, еще будут посылки. Но я смогла, знаете, как перезагрузиться. Это для меня как открылось новое дыхание. Вот. Только недавно нашла свою первую работу через центр помощи людям с какими-то сложностями в трудоустройстве. Такой центр может быть хорошим стартом. Ну, меня уже ждут. Меня на самом деле уже ждут на работе. Меня на самом деле мне помогают еще люди, которые уже в Канаде. Как-то это произошло то ли случайно, то ли нарочно, поэтому плюс я, кто, кстати, вот за рубежом, не за рубежом, площадка LinkedIn для Канады это, ну, как наш Workua, я не знаю, кстати, какая площадка, ну, сайт для поиска работы. В Украине это работа UA и Work.ua, для поиска работы, ну, за рубежом в Канаде это LinkedIn. Это типа ты тоже там резюме оставляешь. И я знаю, еще есть площадка фриланс, да, ну, UA, ком и так далее. Это для тех, кто ищет себе удаленную работу. Скажем так, я пробовала фриланс, это не мое. Вот, вообще не мое. Ну, вот как оказалось, да, я умею работать либо на себя, ну, как вот, да, YouTube-канал тот же, когда я сам себе начальник, либо именно просто ходить на работу, да, то есть целенаправленно. Вот, поэтому, ну, у меня как бы нету проблем с трудоустройством из-за того, опять-таки, я вот не знаю, Наталья что у вас из-за сложности, потому что у меня рабочая work permit, это называется, это рабочая виза. Ой, Борисова Наталья, привет! Я тоже рада, что все-таки присоединилась. Как раз вспоминала кружку-совушку, видишь, променяла на какую? На именную, в 2 раза больше. Вот, да, кстати, мы ее оставили, но она у нас, но мы ее не привезли. Это из тех вещей, которые мы заберем потом. Я сказала, что я не готова с ними. Есть некоторые вещи, с которыми я не готова была расстаться. Там ведро для попкорна с миньонами, и я со своей коллекцией миньонов забрала всех, ну, оставила, короче, одного миньона, который язык показывает, так делает.
а остальные миллионы я оставила на хранение, потому что, ну, не смогла я с ними расстаться. Я понимаю, что это те мелочи, которые, ну, в жизни на меня никак не повлияют, но я не хочу их терять. Тоже есть такой аспект. И да, 100 килограмм жизнь не уместишь. Это я повторяю еще раз, еще раз, еще раз буду. Несмотря на то, что огромное количество, ну я не знаю, там 40 килограмм, да, почти у меня только бисера. Ну то есть смотрите, чтобы там, я не знаю, по-моему, говорила, но я повторюсь для тех, кто там первый раз смотрит эфир, 112 схем разного размера, там огромных не было, это 5 килограмм. Кто помнит, кто смотрит регулярно мое видео, да, у меня там были же закупки по 10, и по 15, и по 20. И это в течение года, да, вот каждый месяц, там даже по 10 схем, когда прибавлялось, это уже 100 схем, как оказывается, да. А тем более прямые эфиры мне позволили там с каждого эфира 3-5 схем иметь, да, и тем более несколько схем у меня ж полотна в итоге огромные получились. И да, это много. Так что, канадские друзья, подруги, у меня много схем. Если что, есть повторяющие, в смысле только от разных производителей. Так что после эфира готова буду делиться. Но это для девочек, которые тут уже в Канаде. А вот для девчонок, которые в Украине, я думаю, что будем делать какие-то активности все равно. Я не готова, я не умею. Я поняла, что я не готова не делать активности. Сейчас огромное спасибо Тате Бессерти, она же Таня. Она сейчас проводит, да, такой, ну, скажем так, там не так, что прям конкурс, но тем не менее есть конкурс, который проходит сейчас в группе NK Modern. Ой, очень интересно. Ну так вот. Так что вы уж имейте в виду. Но единственное, что пока только схемы. Бисера я привезла крайне немного. Я хочу, в принципе, понять, как это все будет выглядеть. Мои родители 2 года назад, уезжая в Штаты на ПМЖ, в одном не видно, тоже оставили много чего, но потом заберем. По факту сказали, что это уже не актуально. Это мне тоже знакомо, я ж уже не первый раз переезжаю с одного города в другой, поэтому я оставила такие вещи на потом. Это альбомы с фотографиями, вы понимаете, что их я, естественно, заберу. Это фотографии как мои, так и Дашины, ну, нашей, скажем так, юности. Что еще? Ну, осталась вот коллекция миньонов, потому что это коллекция миньонов, да, то есть это, ну, второй... Привет, Людочка. Вот, и, соответственно, это те вещи, которые, ну, я понимаю, что им повтора не будет. Да, то есть вот, например, после моего видео, я, наверное, имею право это сказать, о календариках. О, Наталья Д, привет. Вот, получилось так, что у меня забрали эти календарики, мне объяснили для чего, и я очень благодарна человеку. Да, меня их купили, кстати. Даже мне за них дали денег. Ну, как бы много-мало, ну дали. У нас даже, у меня даже деньги пришли, но мне когда объяснили за что, я говорю, ну как бы называйте свою сумму, я вам все отдам. Я очень жду результата того, что будет сделано с этих календариков. Ну, я понимаю, что как бы вроде шкурный интерес удовлетворили, то есть мне как бы заплатили за них. Но и при этом я все равно хочу увидеть то, что получится. Это будет не скоро, потому что календарики уехали к девушке в Украину. Она передаст сестре в Беларусь. И после этого только, возможно, я что-то увижу. Но все равно я полна надежды, что будет очень классное что-то. Прям, ну, вот, я прям вся надежда. Очень люблю под эфиры вышивать. Спасибо большое. Я не вышиваю под свои эфиры. Вот, и я, кстати, вот тоже помню, Танюша Барыльченко эту тему затрагивала. Я не готова вышивать под эфир свой. Не будет прямых эфиров, вышиваю, болтаю, но будут вопрос-ответы. Я хочу такие форматы ввести,
потому что бывает, знаете, там, да, календарики пока у меня, ну вот Наташа пишет, вот, и вот человек, кто приобрел, да, она мне заплатила, то есть не бесплатно, но при этом я очень такая, знаете, в лучших традициях от меня. Вот, я очень надеюсь. Я говорю, да, нормально, Наташа, эфир уже сейчас 30, ты видишь, но улыбаюсь. Кстати, девочки, вот, это Наташа задала такой вопрос, я не знаю, она это имела в виду или нет. Я после того, как проснулась, вот в воскресенье, получается, 11 апреля, я стояла, расчесывалась, и я поймала себя на том, что я стою и улыбаюсь перед зеркалом. Вот я не знаю, я скажу честно, что инициатива по поводу переезда в Канаду это все-таки прежде всего мужа инициатива, да, то есть он тогда как сказал, что типа доверься мне. Я выбирала другую страну. К Канаде мы пришли совместно там аналитическими данными, жили у нас, мы принимали решения исключительно головой, а не эмоциями. Вот, ну, мы прям, в смысле, там, аналитику делали такую, соцопросы и тому подобное. Я помню, был период, когда я просто приходила куда-то, мне говорили, о, Наташ, Наташ, зайди, вот у меня в Канаде живут там дети, внуки, ну, то есть и так далее. И рассказывали о том, как они живут. Или там мне говорят, Наташа, Наташа, иди сюда. Вот у меня сын в Нью-Йорке, то есть у меня было полнейшее вот это состояние, когда как-то так разошлась информация, я же говорю, ну, я обычно хожу сама, спрашиваю, ну, когда мы выбирали Канада либо США, наш муж категорически забраковал Европу, сказал, нечего тут делать, в Норвегию нас не примут, пусть все сложится в Канаде, спасибо большое. Вот, да, и мы, ну, он однозначно, муж забраковал Европу, ну, вот совсем. Ну, как бы в Норвегию, Данию он еще готов был ехать, но при этом тоже какие-то вот, ну, опять-таки, он юрист. Вот хоть он сейчас работает дальнобойщиком, он все равно думает как юрист. Я искренне верю, что у нас получится так, что он сможет получить юридическое образование, но это очень долго. Это очень дорого и очень долго. Он, соответственно, в себя уже не верит так сильно, потому что, ну, больше 30 лет этому человеку. Вот. И он считает, что, ну, ему сложно будет работать, и пока как бы он на другие цели, у нас же еще и Дашу там надо выучить. А если он пойдет учиться, он учится, Даша учится, да, то есть это будет все нам как-то сложнее. Но ничего, мы разберемся. Этот город в Канаде. Вот по поводу города в Канаде мы как раз не выбирали. Это работодатели согласно контракту в этом городе предложили Грише работу. Эта компания имеет несколько офисов, но основная работа Гришина вот именно привязана к Монктону. Мы вели переговоры, чтобы провинция в любом случае была бы это Нью-Брансвик, потому что здесь атлантические провинции предоставляют разные программы. Мы хотели одну, не получилось, та программа была лучше, мы не успели. Вот, но мы и в эту тоже там, она как бы вроде как есть, но ее нету, что-то поменялось, тоже, ну, условно говоря, в последний вагон запрыгнули. Вот, Гриша так точно, как бы мы с Дашей там уже просто прицепом прискакали. Це саме головне, поруч біля чоловіка, це теж, ну, поруч это такое, но он не совсем рядом, он все равно будет, да, работать, все равно будет ездить в рейсы, например, как сейчас, да, вот он во время прямого эфира поприсутствовал, сбежал. Вот, ну да, да, и вот, знаете, я не ожидала, потому что я очень сильно тормозила этот процесс переезда, я каюсь, признаю, мне было очень страшно. Я не буду говорить о том, что вот Гриша как-то он принял это решение, и он побежал. Он побежал, он у меня такой человек достаточно целеустремленный, и, ну, характер у него тот еще. Он многим нравится, но я на самом деле, наверное, один из немногих людей, которые знаем, какой он на самом деле по характеру. Вот, мне было очень тяжело. Мы хотели,
я могу ошибаться, потому что Гриша всем занимался, атлантическая программа, она так, по-моему, в Атлантической провинции, атлантическая программа, там где-то типа через полгода ты получаешь вид на жительство, и типа все пряники тебе сверху сыпятся. У нас в итоге не так. По нашей программе работодатели поддерживают меньше, чем по атлантической, то есть в атлантической там, извините, моя стандартная реакция на прямой эфир, в атлантической программе там же там оплачивают дорогу, там меньше сумма нужна на переезд. Ну и в общем у нас друзья приехали по этой атлантической программе, и они приехали на 1,5 или на 2 года раньше. Это товарищ, Гришин коллега, был ментором, благодаря которому Гриша работал в Европе. Вот. И так получилось, что так интересно, что Гриша пришел учеником к этому парню, он не помышлял о мыслях переезда в Канаду, и благодаря Грише он уехал в Канаду. Вот такое вот их знакомство состоялось. Теперь они в Канаде, в соседнем городе с нами, ну, разница там час езды. Вот, но вот он успел в эту программу, да, гораздо дешевле, гораздо быстрее, гораздо, ну, другая программа. Наша программа более дорогая нам, потому что мы должны были привести больше денег, из-за чего как бы тоже у Канады есть такие требования, почему мы должны с собой вести денег больше для адаптации. Я считаю, что Гришин работодатель, они более чем честная компания, потому что когда Гриша обратился, что вот же была вот программа другая, я еду по этой, как типа с финансовой компенсацией. Честно сказали, что компенсировать мы вам ничего не будем, но мы можем вам предоставить работу сразу для того, чтобы вы начали зарабатывать. И вы знаете, ну, мы же после Украины, мы не привыкли, что люди постоянно сдерживают обещания, чаще нет. Вот, и они не только сдержали свои обещания, что Грише стали платить, стали, ну, как и положено, то есть, да, ну, был контракт, ну и что, он же не работал, еще что-то. Они вот действительно очень сильно помогают, и очень так была ситуация интересная, что Гриша говорит, если я застряну в рейсе, они говорят, ну что, ну застрянешь, мы твою жену встретим, представляете, чужие люди. И я помню, я так испугалась, говорю, не-не-не, не надо, не надо. Вот, поэтому как финансово, так и с человеческой точки зрения, ну, я так понимаю, что тут оно, во-первых, взаимно, у моего мужа как-то так, он и экзамены быстро сдал, и получил все права, и все, как бы вот это защитился, что он полностью. Почему же ему, кстати, сказали, что типа ты лучше знаешь английский, чем у тебя по результатам, потому что он все допуски, все документы, все получил с первого раза. Ну, он такой, он если видит цель, то он старается, он абсолютная противоположность в этом плане мне. Я другая. У нас, ну, мы поэтому, наверное, друг друга и дополняем, потому что я более ветреная, мне легче коммуницировать, и мне проще. Я даже если не знаю, могу стоять, общаться. У меня такое было в гостинице, что я стою, смотрю на девушку, и понимаю, что она не понимает русского языка, я такая стою, глядя в глаза. Этаж, этаж, потом такая floor. Вот, понимаете? То есть, ну, как-то так. И если я говорю глупость, ну, меня это не останавливает, я могу дальше. Ну, вы знаете, да? Очень часто многие меня исправляют во время прямых эфиров, когда я по-русски говорю глупость, я на русском языке могу оговариваться, я забываю слова русские, могу ставить украинские, а тут английский язык, ну, который, ну, вообще не является моим, ну, я даже в школе его не учила. Я говорю, учу его постепенно, ну, думаю, в Канаде все-таки я постараюсь максимально быстро его выучить. Опять-таки, поживем и видим. Я думаю, вы узнаете так точно. Вот, поэтому, да, муж у меня такой в этом плане, говорю, ну, он, ну, я об этом знала, когда мы еще встречались, поэтому новости для меня, он молодец, он очень целеустремленный, и нам с ним в этом плане повезло. Я, знаете, такая, шла к цели, на полпути устала, такая, ой, посижу.
посидела такая, ой, а мне эта цель-то и не очень-то и нужна была. А тем более же у меня был такой страх, прям сильно-сильно страх. И я помню в какой-то день, не знаю, там, сколько-то там часов ночи было, муж засек мои действия в соцсетях и такой пишет, ты почему не спишь? А в Канаде там из разряда 10-11 часов ночи было. Я говорю, не могу заснуть. Он говорит, почему? Говорю, меня накрыло, я боюсь, прям боюсь. Он говорит, а бояться-то нечего. Ну ты все, говорит, ты едешь официально, у тебя есть документы, у тебя то, это и это. Мне было очень страшно. И я же говорю, наверное, просто из-за всего вот этого пережитого я наконец-то хоть улыбаться начала, потому что как-то прям волновалась. А я, ну, человек очень ответственный, прям совсем ответственный, когда вот есть, да, какая-то задача, и это связано с моими близкими людьми, мне надо, чтобы это было прям очень-очень хорошо. Тут в Украине мама, ну, как в Луганске, да, мама остается, то есть с ней проблема со связью, а я уезжаю, я и так как бы, да, в Луганск проблема добраться, то есть теперь тяжело будет как-то это все контролировать. С дочкой еду, тут это кошка. В общем, ну, я думаю, что мы, каждая вторая девушка, да, имеем возможность попереживать за наших детей, и я думаю, вы многие меня поймете, как минимум, если даже не за переезд вы когда-то переживали, то переживали о каких-то таких моментах, как ну, я не знаю, там, поступление в садик, да, там, когда ребенок заболел, температура поднялась 38. Это, ну, ты переживаешь, наверное, когда, ну, я помню выражение такое, я думаю, каждый из нас это подтвердит, что когда ты болеешь, это одно, когда болеет твой ребенок, ну, это абсолютно другое. А у меня было вот это, ну, к сожалению, нехорошее сравнение, но для меня было важно, чтобы мой ребенок очень хорошо это все перенес. Во-первых, адаптация, язык, там, школа. И вы знаете, я очень благодарна Дашке, что когда я в Канаде, уже в Торонто, когда на вылете, мы же еще, у нас там эвакуация была, то есть нас выводили с аэропорта, типа позвонил кто-то, сказал, что заминировано. Ну, кто живет в Киеве, ни для кого не новость, да, нас метро минируют там 2 раза в месяц. Вот. А тут, представьте, все то же самое, только на английском языке, и ты не понимаешь, что происходит. Да, и в Киеве ты хотя бы понимаешь, что можешь там пройтись, перейти, ну, то есть вызвать такси, а тут без вариантов, тебе нужно улетать с этого аэропорта. Вот, и Даша включилась, очень включилась, начала понимать, стала пытаться понять. И она говорит, мама, да я их понимаю, да я их слышу. То есть она, оказывается, да, то есть мама такая вся переживательная за ребенка, как быть, как. А тут вот то, что мне говорили о адаптации детей. Дети адаптируются очень быстро. И Даша говорит, я прекрасно слышу, о чем они говорят. Типа, когда я, соответственно, так вот тупила, стояла с открытыми глазами, Дарья просто уже включалась, и там, ну, она как бы не совсем, конечно, тоже была готова отвечать на эти вопросы, но она хотя бы тем, что она там задавала, ну, вопросы уточняющие, мы хотя бы поняли вообще, о чем идет речь. Вот, и тоже ей за это огромное спасибо. Ну, кошка, она понятно, что языка не знает, кошку никто не видел особо, и она там среди багажа стояла в своей переноске. Вот, так что вот так. Что будет со школой, даже не предполагаю. Ну, поживем увидим. Говорю, я сегодня зарегистрировала. У Даши будет, хоть у нас район франкоязычный, ну вот именно место, где мы живем, но в итоге нас люди, у которых уже дети достаточно взрослые, у которых стал вопрос о поступлении, да, в какой-то колледж, там люди уже 3 года живут в Канаде, и нам объяснили нюансы с поступлением и с особенностями обучения в самой школе. Оказывается, в школе Дашиной, где она англоязычная, они французский будут все равно учить. Ну, как иностранный язык, да. В свое время вот мы ходили в украинскую школу, и вот дистанционная такая же, на украинском им преподают, да, то есть по-украински все предметы читают, а иностранный язык английский. Сейчас это будет преподавание по-английски, а французский будет как иностранный язык. И
французский у нее тоже будет сразу, согласно, ну, Даша 6 класс, если что. Ну, там есть моменты, что они все равно пересматривают по дате рождения. Ну, я общалась, опять-таки, я действительно, не то чтобы меня в Гугле забанили, просто сами понимаете, что гуглить это одно, а общаться с людьми, у которых уже есть опыт, который тебе только нужно получить, это совершенно другое. Вот. И, соответственно, я очень благодарю каждого человека, который не постеснялся, озвучил, направил, подсказал, поддержал. Я отвечу еще раз спасибо за все добрые слова, потому что я говорю, ну, я так держалась, это крепилась, ну, кроме мужа никто не знал, на самом деле, насколько мне было морально тяжело. Мне было очень тяжело. Во-первых, как мы с мужем разобрали эту ситуацию, мне было психологически очень тяжело. Если муж пережил это там 3 года назад, да, когда, ну, ему пришлось вначале уволить сотрудника своего, то есть остаться самому. То есть, да, он такой статусный, все, тут, ну, Андрей Тана многие знают, да, когда у Андрея менялись все сотрудники, но он всегда говорил, у нас есть Гриша, у нас есть Гриша, да, то есть как бы Гриша оставался там годами работал, у них был как юрист, вот, то, соответственно, ну, как бы на аутсорсе это называется, он выполнял определенный список, ну, работ, которые вот, я тоже, кстати, была у Андрея там всего 1 раз, как финконсультант, а потом же как подрядчик. И тут, знаете, упасть с какой-то, да, уже, ну ты что-то опыт тоже не за 5 минут заработал, чтобы с тобой считались. Это тоже было немаловажно, особенно когда я продала бизнес, клиенты звонят, говорят, как это было классно, как это было хорошо, как это было замечательно. Девочки мои шли, вот Ира Пак тоже со мной работала, ну Ира ушла раньше, она ушла там по своим делам, ну, и вот это было, ну, это все-таки, да, это детище было мое, мой бизнес, и мне было очень тяжело. Вот Валерия Фатаева тоже, я говорю, девчонки, которые вот со мной работали, не понимают, о чем речь идет, потому что, ну, любой мой бизнес, который я делала, это всегда делала с душой. И когда я, знаете, вроде как продала, я получила деньги, да, на руки, но при подготовке к переезду мы их все использовали. Переезд это дорого. Я говорю, опять-таки не хочу никого спугнуть. Я просто, знаете, у меня всегда был вопрос, почему вот есть люди, которые вроде как хотят переехать, но ничего не предпринимают. Это опять-таки вопрос цены, потому что у нас перелет, что муж посчитал со всеми там документами, еще таких нормальных денег стоил. Для того, чтобы просто собрать документы, я помню, в какой-то группе читала, что люди говорят, типа, иммиграционному офицеру заплатить, чтобы, или адвокату, адвокат, наверное, более правильно, подготовить все к выезду, что 6-7 тысяч долларов хватит. Я думаю, так, о каких суммах речь идет, это же так много. А потом, когда уже начали считать наши расходы, мы поняли, что где-то так мы и потратили. Ну, мы, может быть, чуть меньше потратили на официальные документы, но плюс еще переезды, пересылки, аренда квартиры, еще что-то. Поэтому это реально, это возможно, но для того, чтобы переехать, если действительно есть такое желание, оказывается, ну, во-первых, нужно не так, как я, относиться. Действительно нужно понимать, что, ну, это будут затраты какие-то финансовые, и плюс нужно понимать, куда ты едешь, зачем ты едешь. Потому что среди моих знакомых есть случаи, когда человек приехал, в Украине все было прекрасно и даже замечательно, друзья, связи и тому подобное, а потом решили поехать в Канаду, а тут нету ни знакомых, ни связей, страна живет иначе, и люди вернулись. Вот. Тоже, опять-таки, столько сил, усилий тратится. И, ну, из-за каких-то моментов, нюансов, не знаю, что будет у нас, будут ли у нас эти сложности, либо как-то по-другому. Но я искренне надеюсь, что все будет хорошо. Мне здесь легко,
Вот мне в прямом смысле слова здесь легко, и мы с Дашей тоже это обсуждали, что ощущение «мы дома». Вот мы дома и все. Я не знаю почему, как бы по какой причине. Это наше внутреннее убеждение, либо это потому что мы приехали, папа наш тут все настроил, обустроил, хотя мебель же я в итоге выбирала сама, тоже немаловажный, наверное, фактор, потому что в Украине на съемных квартирах, это ну, многие знают, да, ты заезжаешь, ну мы тем более с учетом того, что же мы экономили уже откровенно, заезжаешь, а там такая мебель, у меня один шкаф, я уезжала, ну из песни слов не выкинешь, на скотче держались все дверки. Ой, это, конечно, ну, окно вы помните, да, вот за мной там было тоже. Я пыталась привести в порядок хоть какой-то, это было просто очень сложно, что я в итоге дождик повесила, ну, чтобы хоть как-то, да, создать эффект чистого там и так далее. Здесь тоже я уже умудрилась туда стукнуться, туда грюкнуться, я уже пишу, Рената, королева факапа. Ну, то есть я уже, тут такие мягкие стены, что тут стук, и уже вмятина осталась, и краска отвалилась на штукатурке. Вот, убирать, конечно, здесь, тут она за счет того, что светлым покрашено, кажется, тут все такая картинка. Нет. Нужно тоже здесь поработать. Мы вчера с Дашей попробовали повытирать пыль, я там посчищала щеткой, там такие слои пыли. Вот, тут внизу батареи стоят, вот конкретно здесь уже тоже надо перемывать, просто вот на 4 конечности становиться и вытирать пол. Все как бы, ну это быт, это же, как вот я помню, Таня Барыльченко рассказывала за сыночка своего, что там мусор не хочет, и как она в такую фразу сказала, ну это же жизнь. И вот да, вот Таня абсолютно права, что быт и жизнь это, да, это жизнь. Мы все мусорим, мы все кушаем, мы все выносим мусор. И убирать, да, надо за собой убирать, а как иначе достичь чистоты? По-другому ж не будет. Правильно, поэтому убираем. Единственное, мужу сказала, муж говорит, там, типа, побыстрее. Нет, быстро я делать не буду. У меня еще впереди 11 дней карантина. Меня сегодня девочка спрашивала, говорит, ну, когда ты выходишь? На которой в Монктоне. Я говорю, Оля, звучит это, как после отсидки. Знаете, как после срока приговора, когда ты выходишь. Ну, как есть. Увы, ну, такие времена. Ну, как я говорю, я все-таки хитрая. Я уехала с Киева, где там совсем красная зона, да, и приехала в Монктон, где все-таки хотя бы там кафе работают, но нету такого страшного карантина, по телефону, надеюсь, и не будет. Есть заболевшие, люди все-таки болеют. Ну, у меня уже 2 теста негативных, да, первый это тот, который я сделала перед посадкой, ну, я и Даша в самолете, перед посадкой в самолет. Второй негативный тест это тот, который я сделала в Торонто. Если бы он не был негативным, я бы не уехала из Торонто в Нью-Брансвик. И, соответственно, вот с 17 числа, то есть сегодня 15, там 16, 17 я буду уже делать еще один экспресс-тест. Мне дали такую коробочку, который я буду снова делать. Но это, если я даже получу негативный этот экспресс-тест, это не повод, что я выйду с карантина раньше, чем мне сказал Нью-Брансвик. Ну, это странно. Действительно странно, потому что я сижу в изоляции, у меня тест негативный, зачем мне там еще 3 дня сидеть, если я уже 10 дней сижу. Вот, но Нью-Брансвик сказал, нет, раньше вы не выйдете, даже если вы по федеральной программе получите тест. В этом плане, конечно, в Украине с Дией было проще, то есть Дии, ты, скажем так, ну, как у меня, да, случилось, мама не смогла с ней работать, пошел, сделал тест спокойно, о, Светик, привет. Вот, а я уже собираюсь закругляться. Вот, сделал, видишь, адаптируюсь, кстати, благодаря тебе, адаптируюсь через кухню, причем буквально. Вот, и все, в Дию пришел, что тест негативный, и типа вы можете спокойно передвигаться. В Канаде этого нет. Вот они страхуются максимально. Будет, ну, это да, наверное, уже час 58 в эфире. Вот, в основном о Канаде болтаю, а о рукодельном, скажем так, немного.
Вот, поэтому тут, конечно, тоже, видите, ощутимая разница есть. И опять-таки Канада, как и Соединенные Штаты, каждая провинция диктует свои правила, и ты, приезжая из провинции в провинцию, ты, по сути, тоже переезжаешь с одной страны в другую. Что тоже, соответственно, надо принимать свои условия, надо регистрироваться внутри страны, там договора, не договора, ну то есть очень много нюансов возникает дополнительных. К этому тоже нужно привыкнуть, да, у нас в Украине с одной области в другую переехал, да и ладно, ну как бы проблемы нет. Вот, ну, скажем так, это нюансы, это особенности. Ну, когда мы приняли решение переехать в Канаду, мы приняли решение, что даже если нам что-то здесь не нравится, тут либо мы меняем отношение к этой ситуации, да, либо принимаем это как-то, ну, тут уже, ну, особо выбора. Мы можем, как у меня муж говорит, есть очень большая категория людей, которые уже живут в Канаде, они не готовы мириться, они пытаются навязать свою ментальность канадцам, но это странно выглядит, потому что канадцы все-таки хозяева этой страны. Кстати, есть тут своего рода такой нацизм. Прям я такой видела, что канадцы не хотят мириться с тем, что ты не канадец. Вот есть категория такая людей. Я достаточно быстро с ними столкнулась. Это было странно. Я не ожидала. Я думаю, что это, ну, как мне объяснили, что это ситуация пандемии. Они жутко боятся понаехавших, которые могут их заразить, могут привести новый вид ковида. И, ну, в общем, это паранойя уже, откровенная паранойя, поэтому, ну, как есть, знаете, как есть. Поэтому тут, ну, тут люди боятся, потому что я вроде бы как под наблюдением, за мной там страна следит, если только что-то со мной не так, меня же тут же там примут, обследуют, еще что-то, а им нужно будет стоять в живой очереди и так далее. Я говорю, это тоже, ну, влияет на их отношения, я так думаю. Но это мои мысли, я не уверена, что это сугубо мое мнение, вот, и я не уверена, что как-то иначе, прям по-другому и так далее. Вот, 2 часа, как обычно, наболтала. Не хочу вас перезагружать. Я помню, Олеся время сказала, видео короткое, там на 20 с чем-то минут, надо побольше. Вот вам побольше видео, прямой эфир. Я надеюсь, что вам интересно то, что я вам рассказала. Я не знаю, как бы для меня такой совершенно новый формат. Я понимаю, что у меня очень много эмоций, я за всеми, каждым из вас соскучилась. Просто не хватает, да, просто банальное общение. Это, ну, во-первых, я сижу на карантине, тоже немаловажно. Ну и пересечь, да, океан, это тоже такая эмоциональная вещь, штука. Вот, и поэтому я хочу с вами попрощаться, сказать пока. Если будут вопросы по поводу там Канады, я буду отвечать на эти вопросы. Просто, девчата, так, я хочу предупредить, что если их будет очень много, тогда я буду делать отдельное видео, но все-таки размещать на Go в Канаду. Если их будет немного, спокойно, попутно, в вышивальных там буднях или не и таких себе, да, вышивальных, как у меня в последнее время, да, я буду с удовольствием отвечать на этом канале. Просто я не хочу никого видеть. Я знаю, что у меня есть люди, которые интересуются максимально рукодельным, да, как это все выглядит. И при этом я знаю, что есть люди, которым абсолютно не интересно рукодельное, но очень их интересуют такие мельчайшие подробности о поездке, ну, как о жизни в Канаде. Ну, я, как всегда, я не могу так, как все, видите, я, сидя в 4 стенах, умудрилась меня уже кто-то из знакомых написал, что, говорит, ты, говорит, пока карантин до конца доживешь, тебя Гриша соберет чемодан и отправит назад. Ссылку на второй канал заранее спасибо. Светик, называется Go Канаду, но ссылку, да, я оставлю, потому что, говорю, это был канал, я шифровала, я была уверена, что это просто личный дневник, но оказывается, мы его оприлюдним, да. Я его опубликовываю, и пусть будет лучше так. Я думаю, это будет, ну, честно ко всем, кому интересно рукоделие, кому интересно будни.
Конечно, мне бы искренне было хотелось все на один канал впихивать, так было бы мне проще, но я понимаю, что это не будет честно по отношению к вам, как к зрителям. Спасибо большое вам всем тоже за то, что присоединились. Я не ожидала, что будет такая посещаемость. Достаточно много людей было. Спасибо большое. Привет вам из Канады. Теперь НК у меня звучит уже немножко еще по-другому, да, то более только инициалы, а теперь НАТО в Канаде. Вот, всем пока, спокойной ночи многим, а кому-то еще хорошего дня. Пока-пока.